похож ли тот покой, когда нет автора, или когда вот, ну, во время тех же сатсангов, когда оно так ослабевает практически, исчезает. Просто и там есть покой, но вот это тот же покой, когда вот ослабевает и когда совсем исчезает. Is the peace you get when there is no false sense of authorship anymore, in any way like the peace we feel at the satsangs when we feel this sense of authorship lessen? Because there is peace in both places, are these two kinds of peace alike, or are they one and the same? No, they're completely different. Нет, они совершенно разные. Because one is the experience of peace, Один вот из этих видов покоя – это переживание покоя, and the other is the presence of peace, which is not an experience. а в другом случае есть присутствие покоя, которое не является переживанием. So both are the absence of suffering, И там нет страдания, but one is the experience of the absence of suffering, но в одном случае это переживание отсутствия страдания, the other is the state of the absence of suffering. а в другом случае это состояние отсутствия страдания. Я понимаю, что путь к покою идет через принятие того, как это есть, и позволение этому быть таким, какое оно есть. Do I correctly understand that the way to peace is accepting everything as it is and allowing it to be so? In my conception, there is no singular way to peace. What do you mean? Not one way, you mean? There's not one way to В peace. моем представлении нет никакого одного пути к покою. So we can say that allowing or accepting as a practice is one of the ways to peace. Мы можем сказать, что вот принимать, позволять, как вы сказали, это один из путей к покою. But ultimately, the understanding is that this allowing or accepting this or that Но в конечном счете есть понимание того, что это принятие или вот позволение всему происходить happens. происходит. It is truly not something that you can author. Это не что-то, что вы можете сделать, то есть не вы можете быть автором этого. So I don't propose it as a particular path to take. Поэтому я не предписываю это как какой-то определенный путь, по которому следует Because it may идти. not be your path. Потому что это, возможно, не ваш путь. And there are many paths. Есть много путей. In fact, Ram Цзы had something to say about that. На самом деле, вот у Рам Цзы есть что-то, что он говорил на эту тему. Number 85. Yes. You think of the path as a long, arduous climb up the mountain. Ты думаешь, что путь – это долгое, напряженное восхождение на вершину. You concede there may be many paths, Ты допускаешь, что возможны многие пути, but you're sure all have the same exalted goal. но ты уверен, что они ведут к одной и той же высокой цели. Ram Цзы knows this. Рам Цзы знает, There are many paths. есть много путей. Like streams, they flow effortlessly, though not necessarily painlessly, down the mountain. Как потоки, они стекают безусильно, но не всегда безболезненно, с горы. All disappear into the desert sands below. Исчезая внизу, в песках пустыни. Могли бы что-либо сказать о парадоксе и в его контексте
недвойственности, недуализма. Could you say something about paradox in the context of non-duality? Paradox is at the heart of this teaching. Парадокс лежит в основе этого учения. It is the very essence of it. Он является самой сутью этого учения. We are both the many and the one. Все мы являемся одновременно и множеством, и единством. We are undifferentiated, and yet there are billions of things. Мы, с одной стороны, неотделимы друг от друга, с другой стороны, есть миллиарды разных вещей. We are powerless, and yet we do all kinds of things. Мы не обладаем силой, и вместе с тем мы делаем кучу всего. These are wonderful paradoxes. Все это замечательные парадоксы. I love them. Я обожаю их. Можно ли сказать, что препятствием перед принятием возможности парадокса является, например, страх или какие-то другие вот, как бы обычные вещи, которые почему же человек как бы не может расслабиться в понимании, как бы выбирает все это? Can we say that one of the obstacles that prevent us from accepting a paradox is a fear, for instance, when a person is afraid to do this? We can say this. Можно так сказать. But the paradoxes can never be resolved. Но парадоксы никогда не могут быть разрешены. By their very nature, they cannot be resolved. Просто согласно их природе, их нельзя разрешить. But they are dissolved in the understanding. Но они растворяются, когда есть понимание. Они растворяются в понимании. На самом деле нет парадокса. So there is really no paradox. There is and there isn't. И есть, и нет. That's the paradox. В этом парадокс. Как вы думаете? Подскажите. Мы не можем предположить, какой путь нас ждет завтра и послезавтра, и вообще. We cannot predict what awaits us tomorrow or in future. Мы не можем знать, к какой вершине мы придем. We cannot know to what height, what top of the mountain we will come to. Что тогда является смыслом жизни? Then what is the meaning, the aim of life, Или целью жизни? the goal of life? I don't know. What's your goal? Я не знаю, а какова ваша цель? Поэтому я и спрашиваю. That's why I'm То asking. есть мы No, what is your goal? Нет, какова ваша цель? Not what is the goal. Не та самая цель, What is your goal? а ваша цель. Моя цель My goal стать счастливым. is to Быть become счастливым. happy, to be happy. Well, I hope you achieve your goal. Я надеюсь, что вы достигнете своей цели. Я уверен в этом. I'm sure of that. Но я просто хочу сказать, что тогда является смыслом жизни. Движение по пути или цель, к которой вы приходите. But then I wanted to ask, what is the meaning of life, the path itself as you walk it, or movement towards achievement of the goal itself? What is your meaning? of Для life? вас в чем смысл жизни? What does life mean? Опять же перефразирую, стать счастливым. Или Well, for me, it's to become happy and to be happy. Then that is the meaning of life. Значит, в этом и смысл And that is the goal of life. и значит, об этом и цель жизни.
Хорошо, давайте остановимся на этом. Okay, then let's stop at that. I'm perfectly comfortable doing that, yes. Да, я с удовольствием. Но это, в принципе, можно предположить, что в этом смысл жизни любого из нас. But we can assume that this is the meaning of life for any one of us. Но можно предположить. We can assume. You can assume whatever you like, and you may be right, and you may be Вы wrong. можете предполагать все, что угодно, и возможно, вы окажетесь правы, а возможно, не правы. Давайте спросим каждого из нас. So we can just ask everyone. No, we can't. Нет, мы не можем. Because even if everyone in this room agrees, Потому что даже если все в этой комнате с вами согласны, that doesn't mean everyone in the world agrees. это не значит, что все в мире с вами согласны. Окей. Но я не отвечаю за весь мир. Я могу вот, видеть людей, которых вокруг меня, я могу как бы спросить за себя, и, возможно, о них, если они мне дадут на это право. Well, I can't answer for the whole world. I can just speak for myself, and for the people sitting in this room, I can ask them. If you have time after the talk, you are welcome to do whatever you like. Если у вас есть время после окончания беседы, вы можете делать все, что вы хотите. But you can only speak for yourself. Но вы можете говорить только за себя. Because even if you ask the people, they may lie to you. Потому что, возможно, даже если вы будете сейчас опрашивать у людей, а может, они вам соврут. You'll never know what somebody else believes. И вы никогда не знаете, во что на самом деле кто-то верит. You can only know what you believe. Вы можете знать, во что вы верите. So, we come back to you. И опять мы возвращаемся к вам. For you, the meaning of life is to become happy, Для вас смысл жизни в том, чтобы... and that is the goal of life also. И для вас это также цель жизни. Fine. Отлично. What does it matter what anybody else thinks? Какая разница, что думает кто-то другой? Я скажу, какая разница. I'll say what's the difference. Каждый думает, не буду говорить за других. Я скажу, какая разница, что думает кто-то другой. Yes, I want to say what difference does it make what everyone else thinks. Как мне кажется, я думаю, как я могу использовать те знания и то пребывание, то время, которое я потратил здесь, как я могу использовать для себя. I'm thinking about how I can use everything that happened during my time here at the satsang in a way which would be useful for me, like everything I got here, all the knowledge and so on. Не могу сформулировать однозначно, но если я не нахожу ответов на вопросы, которые я задаю, то сразу возникает вопрос у меня к себе, а должен ли я в данный момент здесь находиться? But if I don't find the answers to the questions I'm asking, I immediately start asking myself, should I really be here? Почему я здесь? Why am I here? Я знаю, что вы не даете ответ. I know that you don't give answers. Yes. Тогда я не могу сейчас спросить. Then I can't То есть answer я anything else. как бы буду продолжать думать дальше. Буду продолжать что? Думать дальше. Then I will continue to think. Okay. Подскажите, что вы вкладываете в смысл, каждый отвечает сам за себя? И как это сводится к тому, что есть душа, Святой Дух и тело, вот это триединство, с этой практикой смотрится? You said that you can only answer for yourself. Could you specify what you mean by this, especially according to this Trinity, that there is the body, the soul, and the Holy Ghost? That's a Christian
Trinity concept that Это христианская концепция триединства, I know nothing about. о которой я ничего не знаю. Не, я имею в виду, вот я человек, у меня есть тело и то, что принимает. I am a person, I have a body, and I have that which receives. И вот эти силы Вселенной, которые меня ведет. And these forces of the universe which lead me. Это все проходит сквозь меня. All this goes through me. И я таким образом говорю только за себя. And as a result, I can only speak for myself. Ну вот в этой ситуации, In this что situation. вкладывается, что я все-таки отвечаю только за себя? What do you mean when you say that I can only speak only for myself? When I say it, Когда я это говорю, did I say I can speak? Нет, не в том смысле, когда вы говорите. Я это говорю. no, not when you say it, when I say it. When you say, I don't understand the То question. есть вот когда вы говорите, я отвечаю за себя, да? Да. So just when I say that I can answer only for myself, how would you comment on this? I wouldn't comment. What, я бы это what are никак не what are you комментирую. unclear about when you say that? Что вам непонятно? Все происходит само собой. Everything happens by itself. Но в нашей фразе все равно звучит фраза, что каждый отвечает только сам за себя. But when we say that I answer for myself, Авторской программы нету, но события происходят. what do we really mean? Because although there is no program of authorship, events happen by themselves. Я? То есть, хорошо. Скажите, а у Ромаша и у вас есть ученики, которые также путешествуют по миру, дают учения? Потому что вы приезжаете всего два раза в год. Do you and Ramesh also have students who would travel around the world giving satsangs because you only come here twice a year? I think there are other students who trace their teaching to Ramesh, but I don't know them. Мне кажется, что есть другие учителя, которые также стоят в линии преемственности от Рамеша, но я их не знаю. And there's one man who was teaching, his name was Bala. И есть один человек, который также учил, его зовут Бала. Yeah, but I don't think he's very active at the moment. Но мне кажется, что на данный момент он не очень активен. А у вас лично? And you personally, do you have students who... Well, this Bala is. Вот Бала как раз это вот есть мой ученик. А с пониманием меняется ли не только, можно сказать, разум, но насколько меняется сердце человека? When you get the understanding, how does a person's heart change? I don't know what you mean by heart. Я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите сердце. Hard to explain. Тяжело описать. I don't spend a lot of my energy talking about what the state of enlightenment is like,
what changes, what's the same. Я не трачу очень много своей энергии на разговоры про состояние просветления, что меняется, что остается неизменным. Basically, what the emphasis here На чем я делаю упор, is on you, так это на вас. on what is happening with you. Что происходит с вами? And with this emphasis, my hope is that it will encourage you to gain this understanding yourself. И я надеюсь, что это побудит вас самому приобрести такое понимание. Я постараюсь. To me, I will try. well, okay, that's fine. But to me, the discussion of the enlightened state is a complete waste of time. С моей точки зрения, обсуждение просветленного состояния – это пустая трата времени. There's nothing to describe. Там нечего описывать. It is an absence. Это It отсутствие. is not the presence of qualities and characteristics that you can point to. Это не присутствие каких-то качеств или характеристик, на которые можно было бы указать. Я хочу спросить про личную ответственность. Где заканчивается вот эта зона личной ответственности и начинается уже ложная ответственность? I'd like to ask about personal responsibility. Where does the zone of personal responsibility end and the false sense of authorship steps in? Yes. So you have to very carefully define what you mean by personal responsibility. Тут нужно очень четко описать, что вы имеете в виду, когда говорите личная ответственность. What is it that you are saying when you say the phrase personal responsibility? Что на самом деле вы имеете в виду, когда вы произносите фразу личная ответственность? Я говорю, например, для меня, я считаю, что я ответственна за свое состояние. Like I think that I'm personally responsible for my own state. Which means that you have the power to determine what your state is. Что означает, что вы обладаете способностью определить, каким будет ваше состояние. And so I would assume then you are perfect. Тогда я предполагаю, что вы совершенны. If you have the power to determine your state, you would make yourself perfect. Если это в ваших силах управлять своим состоянием, значит, вы можете сделать себя совершенным. Or I certainly would. Ну, или я бы уже точно так поступил. If I had the power to determine my state, Если бы у меня была способность самому определять, каким будет мое состояние, I would be so good. я был бы таким классным. I would have no limitations, У меня не было бы никаких ограничений, no negative or ugly qualities. никаких негативных или неприглядных качеств. I would be perfect according to my scale of perfection. Я был бы совершенным согласно моей собственной шкале совершенства. If I had the power to determine my state. Если бы у меня была способность определять, каковым будет мое состояние. Я So, говорю не о качествах, я говорю о состоянии. I'm not talking about characteristics, I'm talking about my state. which is what? А это что? Выбирать, не знаю, выбирать реакцию на события. To choose my reaction to events. And you do have the power to choose how you react to events. И вы обладаете способностью выбирать, как вам реагировать на события. Я скорее могу контролировать, а не выбирать. I would say I can control, not choose. Same thing. Это одно и то же. So you can control your reactions. То есть вы можете контролировать свои реакции. Always? Всегда. Но я думаю о том, что я могу контролировать. I think that I can control them. So you never react with anger when you don't want to be angry?
То есть вы всегда, когда вы не хотите злиться, вы никогда не реагируете гневом. Ну, может быть, это будет первичная реакция, но мне кажется, я могу ее контролировать. Так же, как человек, который вдруг злится, он не обязательно будет ломать стекла. Well, maybe like anger can be my first reaction, but later on I can control it. Just like a person who is angry. But why can't you control it in the first place? А почему вы сразу не можете это контролировать? Потому что оно возникает из меня. Because it arises without me. Then you are not controlling your reactions. Значит, вы не контролируете свои реакции. If it arises without you, you're not controlling it. Если они возникают без вас, значит, не вы их контролируете. You see? Видите? So this claim of control may not be true. Так что, возможно, это притязание на контроль не является истиной. When you really look at it, Когда действительно начинаешь рассматривать, you might be able to see, even though it's a very familiar claim, возможно, начинаешь это видеть, несмотря на то, что это притязание очень распространенное. that when you actually examine it, Но когда начинаешь реально на него смотреть, it was revealed to be a false claim. видишь, что на самом деле это не так. And this is what we call the false sense of authorship. И это то, что мы называем ложным чувством авторства. And most people go through life simply assuming, yes, I control my reactions, I control, my thoughts and my feelings. И большинство людей живут всю жизнь и думают, что да, я контролирую свои мысли, чувства, свои реакции. I am responsible for them. Я ответственен за них. That is the feeling. I am Есть такое responsible for them. чувство, что я ответственный. And then, since there is this feeling of responsibility, А потом, так как существует это чувство ответственности, when you behave badly, когда вы ведете себя, скажем так, плохо, you feel guilty вы чувствуете вину, and you suffer и вы страдаете. because the sense of responsibility brings the suffering. Потому что чувство ответственности и приносит страдания. So in this teaching, we're questioning А в этом учении мы ставим под вопрос, whether you are truly in control of your thoughts, feelings, and actions. действительно ли вы контролируете свои мысли, чувства и действия. And it's difficult because sometimes you are. И это трудно, потому что иногда контролируете. Sometimes you can feel the anger coming and you are given the power to stop it. Иногда вы чувствуете, как в вас зарождается гнев, и вам отдается способность его остановить. And you say, see, И вы говорите, видите, I have control. I controlled it. я контролирую, вот я смог контролировать. But unless you can control it all the time, Но только если вы контролируете это все время, it means there is some other factor determining if you control or not. но если вы не все время это контролируете, это значит, что есть какой-то другой фактор, который определяет, контролируете вы или нет. You see? Видите? Но это не значит полное отсутствие ответственности, а только частично. But it doesn't mean it's a complete lack of responsibility, only a partial lack of responsibility. That's like being partially pregnant. Это как быть чуть-чуть беременной. You either are responsible or you are not. Вы или ответственны, или нет. There's no partial. Нет никакой частичной ответственности. And the question is, are you or are you not? И вопрос в том, вы ответственны или нет. Ну, это хорошая отмазка, чтобы быть бессознательным в своих This проявлениях. is a good excuse to be sort of like completely unaware and unconscious in the way we feel like. Yes, you can use it as an excuse. Да, это можно использовать как отмазку. The question remains, what makes you aware or not aware? А что побуждает вас чувствовать себя осознанным или неосознанным? You only need the excuse when you claim to be responsible. Вам нужны отмазки только когда вы говорите, утверждаете, что вы ответственны.
The question is still to be answered. Are you or are you not? Все еще нужно ответить на вопрос, And only you can find the answer to this question. вы это или не вы, и вам нужно найти ответ на этот вопрос. Ну, окей, если это не мы, что дальше следует? Okay, so if it's not us, then what next? Exactly. Вот именно. If it's not you, then what is it? Если это не вы, то что это? What's going on here? Что тут происходит? What is making you do what you do? Что заставляет вас делать то, что вы делаете? How is it that you're thinking? How is it you're breathing? Как так происходит, что вы думаете, дышите? How is it that you act the way you act and not the way he acts? Как так происходит, что вы вот действуете так, как вы действуете, а не так, как он действует? How is it that you have this body and not her body? Как так получилось, что у вас ваше тело, а вот не ее тело? What's going on here? Что тут происходит? What's responsible for this? Что ответственно за это? That's what we're asking. Вот этот вопрос мы задаем. So, Мы спрашиваем. We are asking. well, what the teaching is pointing you Это учение указывает вам, to look at, чтобы вы на это посмотрели, if you can. если сможете. Но это некоторые вопросы нет ответа. But there are no answers to some questions. Maybe. Возможно. Maybe you're right, maybe you're wrong. Возможно, вы правы, возможно, нет. Про парадокс. About paradox. Yes. Когда мы слышим фразу, что нельзя быть немножко беременной, When we hear the phrase that you cannot be a little bit pregnant, все понимают, что такого невозможно. well, everyone understands that, of course, this is impossible. Но когда я была на экскурсии на лосиной ферме, But when I was at an excursion at sort of like an elf farm, люди, которые занимаются профессионально с лосями, that people who work with elves professionally, они сказали, they said что если лосиха становится беременной, но год очень голодный, и ей не хватает еды даже для себя, that if the female elk becomes pregnant, but it's a bad year, there is not a lot of food, and she doesn't have enough food even for herself. беременность рассасывается. Her pregnancy goes away; it just dissolves on its own. Oh yes, pregnancies end. Что в природе бывает даже это. So you can have even this in nature. No, but there was a pregnancy and it ended. Да, но тут ситуация такая, что беременность была, а потом она закончилась. That's not a paradox. Это не парадокс. That's simply what happens with pregnancies. Это просто то, чем заканчиваются беременности. Some of them stop and some of them continue to the end. Некоторые из-за них заканчиваются до родов, некоторые продолжаются до But elks are mammals. Но лоси это животные, The elk egg was fertilized with an elk sperm. И яйцеклетка, как лосихи, была оплодотворена сперматозоидом. And in that moment there was what we call pregnancy. И в тот момент возникло то, что мы называем беременностью. That's what we're talking about. И мы об этом говорим. And that either happens or not. И это или происходит, или не происходит. But it doesn't almost semi-happen. Но не бывает такого, Partially что она как-то вот беременность частично произошла. Вопрос. Вот как в какой-то степени я немножко пытаюсь понять ложные чувства авторства. В частности, это не старание, не обладание результатом. I'm trying to understand the falseness of authorship. It's like when you don't own the result, right? To own the result of your activity or source. То есть это когда мы не присваиваем себе результат своей деятельности. И как я понял, вот девушка спрашивала о контроле. Мы не можем гарантировать успех контроля, но ведь намерение контроля происходит, и это как бы... And like the girl was asking, by a control, we cannot foresee the result of the control, but the intention of the control happens. Yes. So there are 5 frogs sitting on a log. Хорошо, 5 лягушек сидят на бревне. 3 of them decide to jump off.
3 из них принимают решение спрыгнуть. How many are left? Сколько осталось? 5. How many are left? Сколько осталось? 5. Why? Почему? Еще не прыгнули. Because they haven't jumped yet. That's right. Да. But they had the intention to jump. Но у них было намерение прыгнуть. They decided to jump, Они решили прыгнуть. but the jumping didn't happen. Но просто прыжок не произошел. Но ландшафт поменялся. The landscape changed. Потому что в этот момент как бы они все 5, но если у них есть намерения, которые они будут исполнены, то ясно, что в ближайшем месяце, ну понятно. Еще раз. Спасибо. Вопрос о намерении. А зачем тогда человечеству громить какие-то заповеди морального поведения, где человек должен какой-то все-таки выбор делать, что хорошо, что плохо, если действия наши от этого как бы все равно не зависят? Then a question about intention. Then why do people have some standards of moral conduct, like they want to do? If like it doesn't, the action doesn't depend on this at all. I don't know why Я не знаю, почему. human beings have culture Почему у людей есть культура, or in societies общество, which have certain values а в обществе есть определенные ценности, of what is right and what is wrong. представление о том, что правильно, а что нет. But that is what happens with human society. Именно так оно и происходит в человеческом обществе. That there are standards of conduct, Есть определенные стандарты поведения, and as human beings, we have such standards within ourselves. и у нас, как у людей, есть подобные стандарты внутри нас самих. Things we consider to be right and things we consider to be wrong. Есть то, что мы считаем правильным, а есть то, что неправильным. Мы должны стараться соблюдать то, что правильно, при этом делать все равно, как получится. But we have to try and do what we think is right, and at the same time do whatever we can. Yeah, Да? exactly. Именно. So, if you can, do the right thing. Поэтому, если у вас получается, делайте как правильно. If you can, be kind, generous, and loving. Если получается, будьте к добрым, любящим и щедрым. I have no objection. Я не возражаю. The question is, Вопрос, what makes you act the way that you actually do act? вопрос в том, что заставляет вас действовать так, как вы на самом деле действуете. And that is a much bigger question. И это гораздо более большой вопрос. And it will ultimately lead you to realizing your connection to everything. И в конечном счете он приведет к тому, что вы осознаете свою связь со всем, что есть. That you are not the independent entity that you may claim to be. Вы обнаружите, что вы не являетесь той независимой сущностью, которой вы себя считаете, But actually an instrument of the totality of things. но что на самом деле вы являетесь инструментом тотальности всего. Perhaps. Возможно. Откуда исходит чувство совести? Откуда исходит чувство совести? Да, и вообще что? So, where does the feeling like of having a conscience come from? Conscience? Like A having a conscience? conscience, yeah, like It's doing- generally what we call the false sense of authorship. В принципе, это то, что мы называем ложное чувство авторства. Say, I shouldn't have done that. Я не должен был этого делать. That's what we normally call having a conscience. Обычно это то, что мы называем иметь совесть. Вот говорят, что если нет такого... Oh, okay. Есть. So, To have a conscience that, yeah, like doing right or doing wrong. They say like you have a conscience if you do the right thing. Yeah, if you're sorry, you do the right thing. yes, but normally that is associated with authorship.
Да, и дело в том, что обычно это ассоциируется с авторством. Normally, that doing the right thing is claimed to be your author doing. Обычно считается, что когда мы делаем так, как правильно, то мы являемся автором этого правильного действия. Normally. Обычно. Now, you can be aware of your actions and compare them to your own moral standard. Вы можете осознавать свои собственные действия и сравнивать их с собственным моральным стандартом. And say, I acted badly. И тогда вы скажете, что я поступил плохо. I acted in a way that I don't approve of. Я так себя повел, что я сам себя не одобряю. But without the involvement by the sense of authorship, there's no guilt. Но когда нет вовлеченности в процесс ложного чувства авторства, не возникает чувство вины. There is simply the recognition that I acted badly, and this is then the opportunity to rectify or to clean up the mess. Есть просто осознание того, что я поступила плохо, и что сейчас у меня есть возможность как-то попытаться загладить искупить свою вину. And in fact, without all the energy that goes out in guilt, И без всей той энергии, которая утекает, когда возникает чувство вины, you're left with a lot more energy to clean the mess up with. у вас останется гораздо больше энергии, при помощи которой вы как раз можете искупить свою вину. Yes? Еще тогда этот вопрос почти тот же самый, только немножко по-другому поставлен. Вы говорите, что Вселенная как распоряжается. You say that it's the universe which does. А вот откуда вот этот источник у Вселенной, что вот мы так ведем себя? Ну, And where does the universe get this source, which makes us do everything which we do? And this is the problem we have with language. И это та проблема, которая у нас возникает, из языка. You say, okay, the universe was responsible, Мы говорим, хорошо, Вселенная ответственна. and then the logical question is, what is responsible for the universe? Тогда возникает логичный вопрос, а что ответственно за Вселенную? But when I use the term universe, Но когда я использую термин Вселенная, I am using it to point to that which is everything. я использую его для того, чтобы указать на то, что является абсолютно всем. This is not an object, Это не объект, not a thing, это не вещь, it's everything. это все Unbroken, целостное, endless, бесконечное, without any boundary. без каких-либо границ. Зачем тогда эта Вселенная? Then why is this universe there? I don't know the why of things. Я не знаю ответов на вопросы, которые начинаются с почему. And people will debate the why of things forever. И люди до бесконечности обсуждали и будут обсуждать все эти почему. And get nowhere. И ни к чему не придут. The what of things А мы говорим о том, что есть. is your doorway to understanding. И это и есть ваша дверь к пониманию. What is the universe? Что есть Вселенная? Opens you to this. Этот вопрос открывает вам это. Why this sends you into endless speculation. А вопрос, почему кладет начало разным бесконечным обсуждениям и размышлениям. Значит, самое главное — это стать внимательным наблюдателем. So the most important thing is to become attentive and observant. If you can, Если вы сможете. and we'll see what happens. И посмотрим, что произойдет. Perhaps our meeting will have an impact on it. Возможно, наша встреча на вас повлияет. We'll see. Посмотрим. Получается, когда возникает чувство ложного авторства, оно не является источником всего, что происходит?
So when we get the feeling of the false sense of authorship, does it become the source of everything that happens? No. It is simply claiming to be the source. Нет, оно просто притязает на то, чтобы быть источником. All it is a false claimer. Все, чем оно является, это неким ложным притязанием. It does nothing. Оно ничего не делает. That is my concept. Вот такова моя концепция. А вот вы говорите, да, два понятия есть в вашем учении. Вселенная, только что вы сказали, которая все включает, и сознание. Это разные вещи, или как они соотносятся? So in your teaching, like you said, there are two things. There's the universe, which is everything, and then there is also consciousness. No. So how do they? No. There are not two things. Нет никаких. То же самое, да, синонимы? So these are synonyms. Yes. Да, это синоним. Если в опыте возникает ощущение, что все, что происходит, происходит по моей воле, но не моей, как этого чувака. So if I get the feeling that everything that happens by my will, but not by my will as this guy. Это просто временное отсутствие ложного чувства. Is that your experience? Таков был ваш опыт? Да, иногда. It is your will, but not the will of this guy. Это ваша воля, но не воля этого чувака. I'm not sure I know what that means. Я не совсем понимаю, что это значит. Наверное, это похоже на временное отсутствие чувства ложного. Maybe it looks at the temporary absence of the false sense of authorship. Okay. И можно назвать, что есть только одна воля. Or maybe we can also say that there is like only one will. Okay. Sure. Something like this. Fine. А можно тогда сказать, что если у меня нет собственной воли, что все принадлежит сознанию, я часть сознания, следовательно, это говорит о том, что у сознания есть чувство вины и чувство ложного авторства. So if we can say that I have no will of my own, if like everything is consciousness, then can we say that it is a consciousness which has this false sense of authorship and the sense of guilt? Yes. We can say that. Да, мы можем так сказать. As a pointer. Как в качестве указателя. It's not true. Это не истина. It is only to point you to look. Это нужно просто, чтобы указать вам, чтобы вы посмотрели. We have all of these concepts. У нас куча всяких концепций. And we're talking about these concepts as if they have some kind of truth to them. И мы постоянно говорим о всех этих концепциях так, как будто в них есть какая-то истина. They are not truth. Они не являются истиной. Even though mine are really good. Несмотря на то, что мои концепции очень классные. They are not true. Они не есть истина. The only value Единственная ценность, is if they point you to look. которую они имеют, это то, что они указывают вам на то, что вы посмотрели. Ну, я смотрю и вижу, что есть, значит, источник вины, источник But I look and I see that there's the source of guilt and the source of the false sense of authorship. And I'm interested, what is it? Good, keep looking. Отлично, продолжайте смотреть. That's what the teaching is encouraging you to do. Именно это учение и побуждает вас делать. I'm glad you're interested. Я очень рад, что это вас интересует. It's a rich vein to mine. Это очень такое богатая такая история. Я вижу, что у меня есть привязанность к сатсангам. I see that I have an attachment to satsang. Помимо углубления учения, здесь еще присутствует вот это вот состояние покоя, которое вот, и ослабление чувства авторства, которое тянет проживать. The teaching gets deeper here, and also the state of peace deepens. У меня с этим нет конфликта, мне не хочется отказываться от этой привязанности. Для меня это самое, ну скажем,
вкусное, что есть. I don't have a conflict here. I don't want to get rid of this attachment because like it's one of like tastiest things that. But what makes it an attachment Ну а что делает это привязанность, rather than a desire? а не желание? Но желание быть здесь. The desire to be here. Yes, that's not Но attachment. это не привязанность. Simply a desire. Это просто желание. Some people like to go to the theater. Некоторым Some people нравится like to go ходить to в театр, concerts. некоторым нравится ходить на концерты. People like different things. Разным людям нравятся разные You like вещи. coming to satsang. Вам нравится приходить на сатсанги. Но а разве нет у меня здесь вот этой вот, скажем, вот этой привязанности к желанию? But don't I have an attachment to the desire here? I don't know. You tell Я не me. знаю, вы мне скажете. А в чем тогда будет разница? So what would the difference be? Do you feel guilty Вы чувствуете when you come to satsang? чувство вины, когда приходите на сатсанг? You have a Нет. feeling you should come to У satsang? вас есть чувство, что вы должны ходить на сатсанг? No. Then there is no attachment. Тогда нет привязанности. There's simply a desire. Есть просто желание. You come to satsang, Вы ходите на сатсанги, and your desire is fulfilled, you ваше feel better. желание удовлетворяется, вы чувствуете себя лучше. If you want to come to satsang and you can't, you probably feel badly. Если вы захотите прийти на сатсанг, не сможете, вам, наверное, будет не так хорошо. Yeah? Но без вот этой вовторичной вовлеченности. But there isn't this secondary involvement. Right. So then that is not attachment. Тогда это не привязанность, That is simply a preference. это просто предпочтение. So the great way is not difficult. Великий путь не труден, Simply having preferences. а от того, что у вас просто есть предпочтение. Мне немножко стыдно за свой вопрос, потому что он, мне кажется, скептический очень. I'm very ashamed of my question because it seems to me it's a bit skeptical. Вчера вы... Those are my favorite kinds. Это мои любимые вопросы. Вчера вы сказали, что дух вашего учителя Рамеша, он как бы присутствует здесь. Yesterday you said that sort of like the spirit of your teacher Ramesh is present here. Yeah. Поскольку индивидуума нет, в каком виде он может присутствовать и что такое дух вообще? And since the individual is not present here, in what way can his spirit be present here? And what is spirit? It's a way of talking. Это просто как форма речи. Все понятно. Я думала, за этим что-то важное стоит. I think maybe like I was missing out something. No, you're not missing anything. Нет, вы ничего не упустили. But I carry with me his memory, Но я ношу с собой ее память о нем, the energy that I have in my connection to him, энергия, которая у меня есть из-за моей связи с ним. and the fact that he is dead does not diminish that personal connection. И тот факт, что он мертв, никак не умаляет этой личной связи. And that is why I say, if I am here, then he is here. Поэтому я говорю, что если я здесь, то и он здесь. But there is no expectation that you're going to see him standing in the corner, Я не ожидаю, что вы вот увидите, как он стоит там, sort of semi-transparent. такой полупрозрачный стоит. No. Я хорошо чувствую присутствие. И что этот поток идет через меня. Он через меня идет тоже. And that this flow goes through you, and it also goes through me. Yeah. Да. It is what does not go through us, it is what we are. Это не то, что идет через нас, это то, что мы есть. I will repeat that. Я повторю это. It does not go through us. Он не идет через нас. It is what we are. Это то, что мы есть, чем мы являемся.